Так, ребятушки, всем снова доброе утро, добрый день. Хотел сегодня поговорить касательно темы маркетмейкинга, маркетмейкера, кукловода, как угодно, крупного игрока, но это немножко неправильное определение. Я сижу часто на ютубе, смотрю там короткие видео, и попадаются мне некие блогеры, не буду называть имена, но, скажем так, они мои самые любимые из данной темы, которые начинают объяснять суть работы маркетмейкера, который ходит, срезает стопы, гонится за ликвидностью там, и так далее, и так далее. Но почему-то многие упускают из вида тот факт, что маркетмейкер, вообще официально маркетмейкер, он создан, он есть в рынке для того, чтобы обеспечить рынок ликвидностью, чтобы цена не летала вверх-вниз, чтобы не было там каких-то прострелов. Но есть вторая сторона медали о том, что маркетмейкер действительно он видит, у него есть биржевая книга, они работают в открытую, там может быть не один маркетмейкер на активе, на том же биткоине или на Форексе или на акциях. Они видят ваши стопы, но это не является тем, чтобы они больше заработали. Они зарабатывают на комиссии. Им биржа выплачивает все в рамках стандартного договора маркетмейкера, который лежит в открытых доступах, который можно почитать. Есть контакты на CME бирже, на Нью-Йоркской бирже, на Московской, на Питерской. И, в принципе, эта информация в свободном доступе, вы можете видеть, кто там гоняется за вашими стопами. Но так как помимо крипты все остальные рынки, они регулируются, за манипуляцию маркетмейкер может получить очень серьезные санкции, штрафы и так далее. Поэтому ему нет смысла загружать позу, разгружать позу. Тем более вот такие движения для маркетмейкера, они очень большие. Если говорить о крупном игроке, который набирает позу, у которого есть приказ, там еще что-то, взять, допустим, Центробанк на закупку золота, у них есть приказ, что вот на несколько миллиардов надо закупить золото, и одной кнопкой они это сделать, соответственно, не смогут. Поэтому там уже, да, можно говорить о крупном игроке, о каком-то наборе позиций. Но сам маркетмейкер, он находится в стакане, и, как правило, я называю это его спред. Вот он стоит сверху и снизу. Как правило, это два примерно одинаковых объема. Вот здесь он стоит сейчас в узком диапазоне. У него есть, здесь в ривере фильтр настроен на крупные единичные заявки. То есть тот, кто одной лимиткой выставился, там более, по-моему, 100 битков у меня стоит. Это все можно настроить в опциях, индикаторы, Doom, стакан и черный это мелкий писал. Вот больше 100 биды, аски, объем единичной заявки. То есть сверху, снизу. Соответственно, если мы отдалим, возьмем больше процентовку стакана, мы увидим, где у него стоят его лимитки для приостановки цены. То есть, если кто-то решит разом вкинуть, там, случайно, специально, не знаю, выкупить это все, чтобы цена не сквизанула куда-то, а остановилась, и он успел ее поймать. Хотя роботы сработают быстро, и они могут начать это все обратно заталкивать. Вариантов, как он работает и почему происходят сквизы, достаточно много. Иногда маркетмейкеру приходит приказ, что ему надо догнать цену. Почему? Эта информация у меня от учеников. На альтах, когда происходят прострелы, инвесторам или фондам нужно скинуть или, наоборот, закупить часть позиции. Соответственно, они подгоняют эту цену до нужной цены, там это все происходит, и они закидывают цену обратно в коридор. Бывает такое, что крупняк, начиная набирать позу, понимает, что он не успеет это сделать. По каким-то там объективным причинам, вот не успеет и все. Соответственно, он это все выкидывает на рынок, а так как он, предположим, вот на этом месте, давайте даже сделаем красненькое вот так вот, он начинает здесь откупать, и, соответственно, чтобы цена не улетела наверх, ему уже цену надо пониже, у него стоит вот так вот лимитка. Соответственно, алгоритмы это все видят, что стоит крупная лимитка, не биржевая.
Соответственно, кто-то крупный здесь это все делает. В конечном итоге, когда крупняк понимает, что он не успеет это все собрать, он ее убирает, и маркетмейкер, понимая, что сейчас пойдет какой-то прострел, тоже выходит из стакана. Такое часто можно заметить, ну, в любом стакане, в Фискальпе, не знаю, в Тайгере, в Ривере том же самом. Он убирает свою лимитку, маркетмейкер уходит, и получается некий такой прострел. Почему проходит проскальзывание? Потому что не хватает ликвидности, а потом цены начинают уже отлавливать. Потому что, да, действительно, маркетмейкеру это все выкупать, не то чтобы невыгодно, но зачем? Ему проще потом поймать и раскидать эту всю позу. Вообще, движение маркетмейкера, оно все, если взять минутки, ему абсолютно не важно, куда пойдет цена. То есть, условно говоря, вот у нас идет движение вниз. Давайте я буду белым делать, чтобы не переключать постоянно цвета. Вот у нас пошло движение вниз. Вот он стоит в спреде снизу. У него вот здесь идут лимитные заявки. Вот он в лимитке налился. Цена прошла. Он им продал. И тут, он купил, ему продали. Тут важно помнить, что лимитная заявка, она тормозит рынок, рыночная двигает. Маркетос может работать и теми, и теми. То есть двигать как по рынку, но чаще всего это, конечно, лимитки. После того, как цена приходит вот сюда, у него начинают выставляться лимитки вверх. То есть он набрал, скинул, набрал, скинул, набрал, скинул и так далее. И вот эти все мелкие движения, на них он это все и делает. Он не будет копить вот здесь вот позу, вот это все собирать, откупать, копить вот это все, чтобы потом скинуть это все подороже. У него нет цели, в теории у него нет цели по договору там заработать. Вот он не будет стоять там ждать, а потом сам толкать цену, чтобы здесь все раскидать. Он обеспечивает ликвидность. Но это как склад. Вот магазин продает там, не знаю, сахар. Вот они привезли много сахара. Люди приходят, покупают. Сахара все меньше, меньше, меньше. Вот они понимают, что у них все, остатки заканчиваются. Они еще подвозят. Снова на складе появился еще там какой-то объем сахара. Опять люди приходят, покупают в магазин этот сахар. И тем, раскупают объем, и он все меньше, меньше, меньше. Ему потом опять дают ликвидности. А не так, что магазин там, не знаю, пришел во двор и начал в одном дворе сказал, что я покупаю сахар там за, не знаю, 30 рублей килограмм. Все обрадовались, пошли ему продали. Он приезжает в соседний двор и говорит, я продаю там по 40 рублей килограмм. А потом на складе затаривается еще там, не знаю, как склад-то в шорт превратить. В общем, нет такого, что магазин будет бегать по дворам там и у одних покупать, у других скидывать. Точно так же и маркетос. Он просто стоит вот в рынке, причем там есть разные условия. Он может стоять не обязательно всю сессию, он может стоять несколько часов. Их может стоять несколько. На каждой монете будет стоять отдельно свой маркетмейкер помимо биржи. И это все по большей части стоят роботы-алгоритмы, то есть не сидит какой-то чувак. Это нереально сделать в одного, чтобы вот он это прям целый отдел, который занимается этим, следит, там, нет ли сбоев и так далее. То есть вот каждые мелкие вот это движение, это мы видим вообще на минутке. Там, если посмотреть, там еще есть тики. И на тиковом графике, вот он исполнил, лимитно набрал, лимитно продал, лимитно продал, здесь скинул. И вот на этих вот движениях, а то я посмотрел одно видео, где показывают, что вот у нас идет движение цены, маркетмейкер это все покупает, собирает позу, консолидирует, там, не знаю, выходит, а потом ее раскидывает. Это дичь, это бред. Не будет он делать.
такого. Особенно если это часовой, не знаю, таймфрейм, это какое-то движение пойдет. Говорить о том, что маркетмейкер может работать в убыток, он может закрывать месяц убыток, но на следующий там, месяц-два он эти убытки отобьет. Есть в опционах так называемые долговые уровни, то есть куда цена приходит, там, типа для возврата долгов и так далее. Ему не обязательно быть в прибыли все время и там, плюсовать день ото дня. К тому же за каждый период времени есть такое понятие, как клиринг, там, когда приводят все в более-менее форму. Вот есть период, там, день. Вот он будет стараться делать так, чтобы за день у него объем лимит, ну, на покупку был равен там, объему на продажу. То есть, чтобы у него был баланс. Да, когда уже происходит дисбаланс, тогда он начинает это все приводить в порядок. То есть, почему происходят там сломы, допустим. Там мы идем, у нас слом, тест, вот как раз это скидывается. То же самое можно взять про про ордер блок. То есть, когда выставляется блок, в него бьется, он как бы расторговывает это все, приводит в норму и идет дальше. Вот, поэтому, пожалуйста, не надо думать, что вы заходите, маркетмейкер сразу начинает там работать против вас. Не будет такого, что вот Игорь Васечкин, там, не знаю, вот он здесь зашортил, потому что здесь, да, был уровень. Он от него встал в шорт, и все, вроде бы цена пошла, все здорово. И тут маркетмейкер смотрит, ёпта, так у него же здесь поза. И идет его выбивает. Абсолютно нет. На рынке столько трейдеров, что за каждым они не будут следить. Да, они видят примерный пул ликвидности, но этот пул ликвидности виден всем. Вот по этим теням, видите, здесь тень, здесь тень, здесь тень. Вот куда все ставили стопы. Собрали. Теперь здесь есть ликвидность. Ну и так далее. Дальше уже мы рисуем скелет. Там, не знаю, смотрим дельту, смотрим, что есть. Имбалансы высматриваем, объемы какие-то. То есть профиль натягиваем. Если вас часто выбивают по стопу, значит, какая дырочка хорошая. Значит, вы просто либо ставите короткий стоп, либо ставите его, ставите короткий стоп. Потому что если вы поставите там за какой-то хороший экстремум, где уже произошел слом и куда цена вряд ли спустится, тогда вы останетесь в рынке. А работать с короткими стопами и ставить его за первую, а тем более ставить за первую какую-то шпильку или за первый экстремум, это, конечно, самоубийство. Потому что будет происходить вот подобная вещь, когда вы пришли, вроде мы пошли наверх, но слом вот он. Вот здесь может быть начаться слом. Вас выбивает, вы смотрите, ага, здесь вроде уже что-то вышли, заходите, снова стоп за шпильку, вас опять выбивает. И вы думаете, да твою там мать. Вот сейчас можно говорить, что в рамках там 5 минутки, 15 минутки, да, мы сломали, вернулись, вот это условно можно назвать долговой уровень. Все, вот она вся ликвидность, мы ее пошли собираем, за собой оставляем то же самое, всю ликвидность, стопики и так далее. Дальше просто переходим на старший таймфрейм и смотрим, что у нас есть на старшем. Отмечаем зоны имбаланса, смотрим по объему, что тут было. То есть вот у нас была покупка, затем поглощение продажами, перекос дельты, здесь стоит продавец. Мы можем уже себе сразу отметить. У нас стоят продажи вот отсюда. Можно перейти на получасовик, посмотреть, залезть в ривер в конце концов. Так, где у нас? Вот, пожалуйста, явно большие объемы. Примерно прикинуть, да, секунду. Примерно прикинуть, взять вообще в целом, то есть это посмотреть, является ли это пин-баром. Пин-баром является. У нас есть дырочка не заполнена, здесь большие объемы. То есть, примерно 3 точки для лимиток. Вот. Извиняюсь. Вот, пошли продажи. Все, вот отсюда толкнул уже продавец. Вот отсюда рассматривать, что вот она как раз эта лимитка стоит на его, на защите движения. Все, вот отсюда уже смотреть. Если мы сюда придем, пойдет какое-то поглощение, дельта начнет падать, там, не знаю, CCI, какие-нибудь индикаторы ваши любимые.
тогда уже, да, принимать решение. А так в воздухе, можно еще вот на эту зону посмотреть, да, тут тоже стоит лимитка. И если в целом взять вот это вот нисходящее движение, ну, условно, вот так вот посмотреть. У нас вот здесь есть объем. Поэтому отметить для себя 3 зоны и смотреть, что в них происходит. Поглощение, слом, перетекание на одну из зон, там со сломом структуры на младшем таймфрейме. Вот у вас точка входа. И не надо думать, что там маркетмейкер начнет вас насиловать, что-то сбивать стопы и так далее. Вот, все, он начинает поддерживать, цена пошла наверх, он выставляет. Хотя вот такие штуки, они могут чаще быть ловушками, потому что толпа увидит, скажет, что да кто-то херить поддержка на 800 битков, ну меньше, 246 на 700 битков. Конечно, мы пойдем в лонг, мы стоп поставим за объем. Тут да, может быть какая-то манипуляция в плане добора, там распределения своих этих, но не так, что вот он сейчас и камнем вниз. Ну, если, конечно, не новости. Вот. А что-то я тут хотел посмотреть и забыл. Сейчас большие пошли. Вот. Ну, как раз, да. Вот примерный там диапазон, откуда может эта вся история пойти вниз. А если она пойдет вниз, куда нам держать цель? Цели у нас есть вот здесь имбалансы. Раз и два. То есть куда-то вот сюда разгрузиться. И все, и спокойненько сидеть. Ждать у моря погоды. Вот, я надеюсь, я доходчиво объяснил про суть маркетмейкера, что он не имеет желания именно вашими стопами заработать себе рынок, у него происходит просто распределение лимиток. Он купил и начинает продавать. Купил, начинает продавать. Ну и так далее. Вот он и ходит таким образом. Все, вроде больше добавить нечего. Да, если будет что добавить, я либо потом в следующем видео еще расскажу или напишу в чате. Все, всем счастливо.